где в соборе обветшала штукатурка, где замок старый тайны древние в себе хранит, стоит веками старый финский город Турку, а в нем история живет и плеск воды звучит. Добро пожаловать в Турку, старинный финский город на реке Ауре, который, подобно Риму и Москве, раскинулся на 7 холмах. На берегу Ауры расположены основные туристические объекты – кафедральный собор и средневековый замок, построенные 700 лет назад. Именно эти две достопримечательности влекут сюда гостей. Но на самом деле Турку полон множества различных объектов. Это и старинные соборы, и исторические площади, и сохранившиеся после пожаров деревянные постройки, и красивейшие острова. Обо всем этом я расскажу вам в этом фильме. В хронологическом порядке я постараюсь поведать вам об истории города, параллельно рассказывая о различных местах, зданиях, музеях и других объектах. Мы увидим старые изображения, фотографии и раритетные видеозаписи, запечатлевшие Турку в разные периоды времени. Мы также узнаем, в какой подворотне находится уголок Стокгольма, где спрятался огромный газовый шар, зайдем на территорию тюрьмы, посмотрим, где можно покушать в туалете и отыщем памятник Ленину. Мы изучим городскую архитектуру, прогуляемся по паркам, увидим всевозможные памятники, а еще посетим несколько отдаленных городских районов. Благодаря всему этому мы сможем получить максимально полное представление о Турку. Итак, добро пожаловать в этот нестандартный, сумасшедший, местами неожиданный город Турку, древнюю столицу Финляндии и самый старый город страны. – 1229 год считается годом основания Турку. Именно в этом году Папа Римский Григорий IX упомянул Турку в своем письме, в котором дается повеление о переносе резиденции епископа. Первоначально поселение находилось у излучины реки Аура в месте под названием Каройнен. Там, где раньше была старая церковь, возвышается мемориальный крест. Когда-то, давным-давно, здесь стояла деревянная церковь, окруженная забором, а рядом было поселение. По сегодняшним меркам это был небольшой хутор, но для того времени это был весьма оживленный городок. Церковь была разрушена пиратами в 1396 году, а древнего поселения ничего не осталось.
Активно развивались морские торговые пути. Море играло большую роль. Именно это послужило причиной переноса резиденции епископа, да и вообще всей общественной жизни изначальное шведское название города Обу. Означает оно «город на реке». Хотя многие произносят Або, я в корне с этим не согласен. По-шведски читается именно Обу. Вот на эта река, короче, забыл, как называется, Обел там или что-то такое. Обу. Город Турку шведы называли Обу. Шведская буква О изображена на старинном гербе города. А вот финское название Турку произошло от русского слова «торг». Издавна Турку славится своей бурной торговлей. В тот же период, когда проходило строительство собора, в конце XIII века начал возводиться знаменитый замок Турку, или как его называют, Обувский замок. И хотя это не первый замок в Финляндии, но это самый ранний из сохранившихся на сегодняшний день замков в стране. Первой была построена эта, назовем ее темной, часть крепости. Другая, светлая часть, была построена позже, в 15 веке. По дошедшим до наших дней старинным изображениям видим, что когда-то замок находился в окружении воды. Во время Второй мировой войны в 1941 году замок подвергся бомбардировке советских войск. На тот момент от замка остались только стены. Давайте посмотрим, как выглядел замок полвека назад. Эти старые видеозаписи сделаны в начале 70-х годов 20 века. Через ворота можно войти во внутренний двор замка и представить, как много столетий назад сюда заезжали короли. Представить себя в виде пленника, которого заводили сюда, чтобы посадить в темницу. Сегодня под сводами Обувского замка расположен
интересной музейной в XIV веке. Странно, тоже является общежитием для студентов. Есть в Турку один музей, который перенесет нас в 15 век. Раньше это здание было дворцом рейтинга по имени его владельца, табачного фабриканта. До сих пор сохранился прекрасный сад его бывшего хозяина. В 1992 году здесь начались археологические раскопки. Были найдены руины древнего квартала, датированные в основном 15 веком. После 3 лет раскопок дворец передали в музейный комплекс, сделали подсветку, добавили инсталляции жилищ того времени, то, как они выглядели снаружи и внутри, поставили фигуру слоновьего отпечатка при входе и дали всему этому латинское название «Abo Avetus and Ars Nova», что переводится как «Старый Турку и новое искусство». Раскопки на территории комплекса ведутся по сегодняшний день. Действительно очень здорово воочию увидеть всю эту старину. В музее представлено 6 зданий, включая старую церковь. Не совсем понятно, правда, зачем было погружать все эти каменные развалины в потемки и делать таинственное освещение. Лишь одна постройка, а именно жилище примерно 17 века, находится под естественным освещением. Интересно, что расположена она в холле, вне музейной территории, и чтобы ее увидеть, не нужно покупать билет в музей. Кстати, музей состоит из 2 частей. Вторая часть посвящена так называемому современному искусству. В ней можно увидеть несколько скучных картин финских художников и какие-то нелепые умывальники. Вернемся к кафедральному собору. Под мрачными церковными стенами, под сенью окружающих собор деревьев, стоит памятник Микаэлу Агриколе, реформатору, переводчику Библии на финский язык.
Микаэл Агрикола жил в XVI веке и служил при кафедральном соборе. Его переводом Священного Писания до сих пор пользуется большинство финнов. И хотя Агрикола жил в эпоху, когда в той же Франции людей за чтение и распространение Библии сжигали на костре, миролюбивую Финляндию эта доля не постигла. Микаэл Агрикола умер своей смертью. Правда, произошло это на территории нынешней Ленинградской области, когда он возвращался из поездки в Москву. Похоронен был знаменитый финский просветитель в Выборге. А памятников ему в Финляндии всего 2, и один из них здесь, в Турку. Рядом с собором есть небольшой скверик, в котором возвышается памятник генералу-губернатору Перу Браге. Этот живший в 17 веке деятель многое сделал для страны. Основал 10 новых городов, почтовую систему, но самое главное, под его началом в 1640 году в Турку была построена Королевская академия, что сделало всю Финляндию одной из самых продвинутых стран в мире, какой она является и по сегодняшний день. Здание Академии, которое мы видим сегодня, было построено в начале XIX века, но первоначальное ее расположение было в нескольких шагах от этого здания. Перед зданием возвышается памятник шведскому королю Густаву Адольфу. На месте бывшей Королевской академии сегодня находится круговая памятная надпись. Это все, что осталось от Великой Академии, которая была уничтожена в 1827 году в результате крупного пожара, полностью изменившего облик города Турку и направившего его судьбу в новое русло. В ночь с 4 по 5 сентября 1827 года в Турку произошел самый крупный в истории северных стран пожар. И хотя погибло относительно немного, всего 27 человек, однако же 11 тысяч осталось без крова, более 2500 домов сгорело. Безжалостный пожар уничтожил большую часть Турку, однако кое-что он все же пощадил. Уцелел, к примеру, вот этот красивый красный дом на берегу реки Ауры, дом Квенцеля, он же музей-аптека. Изначально это был дом зажиточного купца Квенцеля. Прямо в нем располагалась аптека. На сегодняшний день это самая старая аптека Финляндии. А сам дом Квенцеля, построенный примерно в 1700 году, является самым старым деревянным строением в Турку. Давайте зайдем внутрь и ознакомимся с домом Квенцеля и музеем-аптекой. Здесь мы можем увидеть шикарную буржуазную обстановку XVIII века и взглянуть, как жили представители аристократии того времени. В комнатах музея находятся лаборатории, в которых изготавливали лекарства, комната, где хранились лекарственные травы. Можно посмотреть на всевозможные экспонаты и приборы. Главной комнатой является аптечная лавка. Во дворе музея располагается самое красивое открытое кафе в городе с очень приятной атмосферой. Для меня музей-аптека и кафе в его дворике – это самое любимое строение в Турку.
Самые старые сооружения были построены в 1789 году. Все они сохранились практически в первозданном виде. В 1976 году Лоестринмяки посетили королева Елизавета II и принц Филипп. Старые видеозаписи говорят о том, что как минимум за 60 лет Лоестринмяки совершенно не изменился. До недавнего времени в некоторых из этих домов еще жили люди. В 80-х годах прошлого века умерла последняя жившая тут старушка. Сегодня любой желающий за небольшую плату может посетить этот удивительный музей. Восстанавливать город после пожара поручили знаменитому архитектору немецкого происхождения Карлу Людвигу Энгелю, главному архитектору Хельсинки, автору множества сооружений, включая главный собор на Сенатской площади. Он бывал в Турку и до пожара. В 1818 году им была спроектирована обсерватория в Вартивуоре, которая чудом пережила тот страшный пожар. Спасло обсерваторию ее расположение. Она была построена на вершине высокого холма в Вартивуоре, который и дал название обсерватории. Сейчас в здании обсерватории находится музей мореплавания и почетное консульство Нидерландов. На холме, где стоит обсерватория, раскинут парк. Помимо прогулок по извилистым тропинкам, в парке можно полюбоваться шикарной архитектурой близстоящих зданий. После пожара Карлу Людвигу Энгелю поручили проект по восстановлению Турку. Помимо генерального плана, защищающего город от столь масштабного в дальнейшем разрушения, Энгель построил в Турку несколько зданий. Их мы можем встретить на главной торговой площади Турку Каупатори. Если у жителя Турку спросить, что является самым центром города, то он, не задумавшись, назовет эту площадь. В 1839 году на Каупатори был возведен шведский театр. Шведский театр – украшение торговой площади, великолепное здание, выполненное в классическом стиле. Давайте посмотрим на фотографии шведского театра 19-го, начала 20 века. На тот период своей труппы при театре не было, и сюда приезжали на гастроли артисты из Швеции, из-за чего театр и взял свое название. Известно, что не обошли шведский театр стороной и пожары. На этой старой фотографии мы видим, как огромная бригада пожарников тушит пламя. Сегодня в шведском театре имеются 3 сцены и проходит множество спектаклей. Второе здание на Каупатори, созданное по замыслу Карла Людвига Энгеля, Александровская церковь. Построена она была в 1844 году.
Церковь можно увидеть на многих старых фотографиях. Слева от церкви стояла гостиница «Феникс», которая, увы, не дожила до наших дней. Интересно, что раньше эта площадь, как и церковь, расположенная на ней, называлась Александровской. Вот старые фотографии площади, некоторые из которых были сделаны еще в XIX веке. Видно, что общий вид площади постоянно менялся. Одни здания сносились, другие строились. На видеозаписях, сделанных полвека назад, видно, как площадь напоминала современные российские рынки. В 2017 году торговая площадь прославилась на весь мир мрачным событием. Здесь прошел теракт, в результате которого погибло 2 человека и 8 было ранено. Старую площадь. Во времена Российской империи она называлась Николаевской площадью в честь императора Николая. В Анхасур-Торе Старая площадь – настоящая архитектурная кладезь и жемчужина города Турку, мое самое любимое место в городе. Много столетий назад это была оживленная рыночная площадь, где проводились ярмарки, а иногда и казни. Здесь и сегодня иногда бывают ярмарки. Например, каждое лето здесь проходит 3-дневная ярмарка «Дни Средневековья». Близость к кафедральному собору делает Старую площадь обязательным местом посещения для всех туристических групп. На Старой площади стоит несколько прекрасных зданий. Все вместе они составляют великолепный архитектурный ансамбль.
Когда при посещении музея ремесел Острой-Мяки мы осматривали дом часовщика, возможно, вы обратили внимание в нем на стоящий на полу огромный циферблат. Как вы догадались, мэр города Турку выходит на балкон дома Бринкола и объявляет о начале праздника. Это событие собирает много народу, а центральное телевидение транслирует его в прямом эфире. Следующее здание – шведский лицей. Спроектирован этот лицей был по проекту знаменитого Карла Людвига Энгеля, того самого, который построил обсерваторию, шведский театр и Александровскую церковь. Раньше на этом месте находилось здание суда, но после пожара было построено это великолепное здание в стиле ампир. В нем располагалась кафедральная школа. Видим, что раньше через здание проходила арка. Затем арку заделали и поставили обычную дверь. Теперь, к сожалению, затруднительно попасть во внутренний двор гимназии, чтобы с близкого расстояния увидеть, например, часы, расположенные на стене фасада. Это красивое, ярко-красное здание с шикарными окнами очень органично вписано в Старую площадь. Между лицеем и домом Бринкола стоят ворота, за которыми находится настоящее чудо – Монастырская улица, Луостарин-Валикату. По этому переулку на протяжении многих веков люди ходили в собор. Многие годы некогда шумная улица находилась в запустении. Это был грязный вонючий переулок, о котором никто даже не знал. Однако совсем недавно, в 2014 году, его привели в порядок, и сейчас это одно из лучших мест в Турку. Дорога выложена булыжниками, и ее окружают отштукатуренные разноцветные стены старинных зданий. Если вы бывали в соседней Швеции, то Монастырская улица в Турку невольно вам напомнит о старом городе Стокгольма, где стоят точь-в-точь такие же дома, как и в шведской столице. Монастырская улица – маленький уголок Швеции в Турку. Так 2 века назад выглядел старый Турку. С давних времен, согласно многовековой традиции, ворота, разделяющие Монастырскую улицу и Старую площадь, на ночь закрывают. Особняк Хелта был построен капитаном Хелтом в 1830 году, через 3 года после пожара. Это здание построено в стиле ампир. Оно имеет красивейший барельеф. В 20 веке особняк Хелта перешел в городское владение и служил то полицейской конторой, то детской библиотекой. А это один из корпусов Академии Турку, отличный образец архитектуры. Сохранилось множество старых фотографий с изображением этого здания. Был период, когда в этом сооружении располагалось кондитерское кафе. Сегодня здесь обучаются студенты. Вместе с особняком Хелта эти 2 здания очень напоминают о Санкт-Петербурге. Хотя это не удивительно, ведь та старая площадь, которую мы видим сегодня, обрела свой облик именно в период вхождения финляндского княжества в состав Российской империи. Чуть за пределами Старой площади, за особняком Хелта, можно увидеть еще одно красивое здание – дом Юселиуса, дворец в стиле неоренессанс. Это самое молодое здание из всех перечисленных, построенное в 1892 году для господина Карла Фредрика Юселиуса. В разные годы в его стенах располагались мэрия, кабинеты врачей, департамент полиции и жилые комнаты.
В подвале дома Юселиуса находится молодежный ресторан под названием Тейни, что в переводе значит «подросток». Аура. Река с таким романтичным названием, живописно извиваясь, протекает через весь Турку, деля его пополам. Название реки произошло от старошведского слова «аатра», которое означает «водный путь». Это самая старая карта Турку, датированная 19 веком. А это карта Турку или Обу 18 века. Видно, что аура, или, как ее называют финны, аура-йоки, всегда занимала ключевую роль в жизни города. Говоря о Турку, вы невольно вспоминаете ауру.
Говоря об ауре, вы вспоминаете турку. Два этих слова неразрывно связаны друг с другом. И это неудивительно, ведь аура – это душа турку. Как видно из старых фотографий, вокруг ауры всегда кипела жизнь. Несколько лет назад, когда зима в Турку была морозной, аура ежегодно покрывалась льдом. По сей день все самое красивое и значительное находится на славных берегах этой реки. В западной части города аура впадает в Балтийское море. Тут расположен морской порт и терминалы круизных паромов Viking Line и Silja Line. Ежедневно, утром и вечером из Турку плавают круизные лайнеры в Стокгольм, столицу Швеции, по пути заходя в порт Аландских островов. Из излюбленных объектов на ауре
один из интересных кораблей на Ауре – Боре. Когда-то это судно совершало рейсы в Стокгольм, а сегодня это гостиница. А это трехмачтовый парусник Suomen Joutsen, финский лебедь, самый знаменитый корабль Финляндии. Построенный во Франции в 1902 году, во время своего первого рейса парусник, который поначалу назывался Lion Neck, столкнулся с британским грузовым судном. Затем пережил несколько штормов. Во время Первой мировой войны перевозил секретный груз из Соединенных Штатов в Европу. В 1930 году перешел во владение финского флота, приобрел название «Финский лебедь» в честь птицы, финского национального символа, совершал рейсы по разным странам и континентам и в 1956 году обрел свою стоянку на берегу Ауры. Теперь этот корабль принадлежит морскому музею Форум Маринум, расположенному по соседству. Рядом с музеем можно увидеть миниатюрную форму парома Фьори. А еще тут есть нос корабля, который врезался в пирс. Вокруг музея можно встретить своеобразную аллею звезд. В плитке впечатаны имена знаменитостей, посетивших это место. При желании можно найти и это. В 2013 году Путин посетил Турку и тоже пометил его. Рядом с финским лебедем вы повстречаете самую большую в Финляндии ромашку. Ее установили в 2011 году. В тот год Турку носил статус культурной столицы Европы. Проводилось множество мероприятий и концертов, посвященных этому событию. Можно разглядеть по сей день. Вот они, внизу на переднем плане. Несколько лет назад, справа от места, где стоял дом Рихтера, был построен променад, великолепная деревянная дорожка вдоль Ауры. Приятно пройтись здесь под размеренный плеск воды. Отсюда открывается чудесный вид на реку и на собор. Вид, достойный украсить любую открытку. Вокруг очень тихо, полно зелени, иногда плавают лодки и не видно никаких современных зданий. А ведь всего в 2 шагах отсюда возвышаются современные многоэтажки и гудят шумные трассы. Я бы посоветовал всем, кто впервые приехал в Турку, начать знакомство с городом с этого чудесного променада.
это будут незабываемые впечатления. Деревянный променад заканчивается у моста Томаса. С моста открывается один из самых красивых видов города Турку. Этот пейзаж ничем не отличается от того пейзажа, который был 200 лет назад. От моста Томаса тропинка ведет нас вдоль Ауры по живописному району Коройнен, о котором мы говорили в начале фильма, и приводит к дамбе Халинен. Дамба Халинен представляет из себя небольшой водопад. Неподалеку от водопада виднеется музей воды. В этих краях воды Ауры попадают в городскую водоочистительную систему и затем по трубам текут в дома жителей Турку. Давайте снова перенесемся на оживленную часть реки. В 2017 году на Ауре состоялось открытие Весибуси, водного автобуса. Водный автобус делает остановки на ближайших островах. Давайте сойдем на остров Руйсала. Этот остров называют райским уголком, и это действительно так. Тихое, беззаботное место, полное лесов, зеленых дубрав и пешеходных троп. Остров Руйсала соединен с Турку небольшим мостом. Восхитительная тропа начинается с самого начала острова и ведет нас по прекрасной местности. Здесь лучше всего кататься на велосипеде. Еще на острове имеется ботанический сад, кемпинг, поле для гольфа, несколько кафе, а также вышка для наблюдения за птицами. С вышки открываются очень красивые виды. На Руйсала в наше время запрещено какое-либо строительство, но зато с начала 20 века сохранилось огромное количество старинных деревянных вилл и усадеб. Эти прекрасные усадьбы разбросаны по всему острову. Они очень органично вписаны в местный колорит и являются неотъемлемой частью острова. На Руйсала есть два крупных пляжа. На пляже Кайванпуйста ежегодно летом проходит самый крупный в Скандинавии трехдневный рок-фестиваль Руйсрок. В разные годы на Руйсроке выступали Чак Берри, Брайан Адамс, группа Нирвана и другие знаменитые рок-исполнители.
В 2020 году фестивалю Руис Рок исполнилось 50 лет, но из-за коронавируса юбилейный фестиваль был отменен. С Руисела отчетливо виден соседний, не менее красивый остров Хирвинсало. Остров Хирвинсало тоже очень приятное место. Тут вы непременно найдете спокойные места, в которых время течет незаметно. Разбросанные по побережью острова деревянные дома, как и весь остров Хирвинсало, обладают неповторимым очарованием. Из островов архипелага кружится голова. Красоту реки Ауры и того, что ее окружает, а также узнали историю города Турку, начиная от его основания в XIII веке до разрушительного пожара XIX века и его последствий. Впереди нас ждет век XX, подаривший Турку множество новых событий и открытий.
площадь. Вид этого Ньюстрема, построенная в 1904 году. В XIX веке на месте музея располагалась пожарная станция. Сохранились уникальные фотографии этого исторического сооружения. Когда на вершине холма Полаланмяки было построено ультрасовременное по тем меркам здание музея, рядом по склонам холма было разбросано несколько старых трухлявых домов, остатков вымирающего хутора. За некоторое время до этого данный холм располагался за городской чертой и представлял из себя отдельный хутор под названием Полала. С XIV по XVII век здесь располагался госпиталь для прокаженных. От старых деревянных построек XIX века осталась только одна. В ней сегодня находится антикварный магазин. Архитектура художественного музея представляет из себя классический образец национального романтизма. Внешне любоваться им приятнее, чем изнутри. Музей окружен холмистым парком с чудесными видами. Название этого парка, как и всего холма, Полаланмяки, память о хуторе Полала.
Парк спроектирован шведским архитектором Маурицем Хаммарбергом из Стокгольма и выполнен в том же стиле, что и прекрасные парки шведской столицы. По парку разбросано несколько памятников. Среди них изящная скульптура лебеди и слегка совдеповский памятник «Дружба», установленный в честь побратимских отношений с Ленинградом. Неподалеку от художественного музея стоит памятник, мимо которого нельзя пройти просто так, особенно если вы из России – памятник Ленину. Памятник был дружеским подарком от Ленинграда, изготовлен скульптором Михаилом Аникушиным и установлен в Турку в 1977 году. Ленин бывал в Турку во время своего бегства в Финляндию в 1907 году. Он останавливался тут, вот в этом доме. На вопрос, почему вы поставили бюст Ленина где-то в кустах, на задворках, а не на площади, жители Турку вам ответят: но ведь и Ленин пребывал у нас
Ларс Сонг родился на Аландских островах. В молодости переехал в Турку и решил попробовать себя в архитектуре. По его проекту и была построена в неоготическом стиле Михайловская церковь. На этой фотографии запечатлен процесс строительства, который шел целых 6 лет. И вот в 1905 году строительные леса сняты, и взору открылся результат воплощения идеи молодого начинающего архитектора. Впоследствии Ларс Сонг стал популярнейшим финским архитектором, построившим множество соборов, жилых домов, банков, телефонных станций, целых кварталов и других популярных строений. А Михайловская церковь – первое его творение, очень успешный старт на пути к величайшим достижениям и мировой славе. Все эти остроконечные шпили, круглые окна, дверные проемы и даже лестницы, ведущие к церкви – все это спроектировал 23-летний, никому неизвестный архитектор по имени Ларс Сонг. Так как финны 21 века атеисты, церковь используется в основном для проведения свадеб и концертов. Напротив Михайловского собора раскинулся, на мой взгляд, самый скучный и некрасивый парк в Турку – парк Маннергейма. Унылая голая площадка, небольшой водоем – вот и весь парк.
В городе Турку появился на свет спортсмен Пауво Нурми, будущая знаменитость Финляндии. Пауво Нурми – финский бегун, прославившийся в 20-е годы 20 века. Это был 9-кратный олимпийский чемпион, мировой рекордсмен по количеству олимпийских медалей в легкой атлетике, их у него было 12. Один из его рекордов – он пробежал 10 километров за полчаса. За свои способности Пауво Нурми получил прозвище «Летающий фин». Родился летающий фин в этом неприметном доме, в квартире номер 17 в семье бедного столяра. На доме установлена памятная доска. Когда Пауво Нурми стал набирать популярность, к дому, где жил спортсмен, подвели электричество и другие коммуникации. На берегах Ауры в 1955 году, еще при жизни бегуна, был установлен памятник. Согласно олимпийским традициям, спортсмен на нем представлен голым, без трусов. Интересно, что точно такой же памятник стоит в Хельсинки, рядом с Олимпийским стадионом, и в швейцарской Лозанне, у Олимпийского музея. Могила Пауво Нурми находится под раскидистым деревом на старом кладбище Турку. Умер летающий фин в 1973 году после продолжительной болезни, будучи слепым и немым. Похоронен он в семейной могиле рядом со своими родственниками. Старое кладбище – часть большого городского кладбища Турку. На кладбище похоронены профессора, политики, архитекторы, спортсмены, актеры и музыканты. Несмотря на то, что это печальное место, тут приятно гулять. Местами городское кладбище напоминает парк. В нем царят тишина, вокруг природа, а еще тут бегают дружелюбные белки. Именем Пауво Нурми назван главный стадион Турку. Он был открыт на месте бывшего катка в 1997 году к 100-летию со дня рождения всемирно известного бегуна. В Турку ежегодно проводятся всевозможные игры, марафоны и прочие соревнования имени Пауво Нурми. Стадион Пауво Нурми является частью огромного спортивного парка. В этом парке помимо стадиона разбросано множество всевозможных спортивных площадок для футбола, баскетбола, волейбола, тенниса. Еще тут находится несколько живописных озер с утками, а вокруг, как и по кладбищу, бегает куча белок. Есть в Турку один занимательный объект, о котором не знают даже некоторые жители города. Это огромный газовый шар. Появился он в 30-е годы 20 века, как дополнительный резервуар для хранения газа. Сейчас газовый шар уже долгие годы не используется по назначению, является арт-объектом и носит название «Окно солнца». В Турку можно приехать на поезде из Хельсинки и Тампере.
В километре от вокзала в другой части города расположен еще один район – район Марти, блуждать по которому не менее интересно. Этот район, как и весь Турку, сильно пострадал во время бомбардировки советских войск в 1940 году, когда шла Зимняя война. Один из брошенных снарядов сейчас перед нашими глазами. А на этом здании видны следы от бомбежки. Почти ничего в упомянутом районе не уцелело, за исключением церкви Мартина. Церковь Мартина была построена в 30-е годы к 450 Следующая наша точка на карте Турку – хутор Кюрлян-Кюлемяки. Настоящий хутор из 50-х годов 20 века. Размеренная жизнь и сельская идиллия – все это подарит вам Кюлемяки, музей деревни. На огражденных декоративным забором лужайках пасутся бараны. Вдалеке на полях можно увидеть лошадей. Хутор Кюлемяки состоит из нескольких построек, включая амбары, мастерские и загоны для скота. Археологи утверждают, что поселение здесь возникло еще в VI веке. Найдены даже останки кладбища тысячелетней давности. В разное время в Кюрлян-Кюлемяки жили представители разных сословий.
До 70-х годов XX века хутор еще был заселен, но потом его превратили в музейный комплекс. Кстати, вход в музей-деревню совершенно бесплатный. Теперь у жителей Турку и гостей города есть возможность окунуться в настоящую деревенскую жизнь. В мастерских можно посмотреть на сельскохозяйственные инструменты и увидеть старые детские игрушки. Особенную радость доставят домашние животные, которые тут обитают. В сердце Гюльден-Гюленеки дом Иса Кохму. В этом пропитанном запахом древесины доме сохранена подлинная домашняя обстановка того времени. Дровяная печь, мебель, инвентарь, ковры, пледы, фотоальбомы. Хозяйка дома варит варенье по старинному рецепту. Невольно забываешь, что на дворе 21 век. Помимо этого, на хуторе есть небольшая кофейня. Так выглядела финская деревня в послевоенные годы. Архитектора Эрика Брюгмана. Родившийся в Турку архитектор Эрик Брюгман знаменит множеством архитектурных шедевров, украшающих Турку. Гостиница Сеора Хуоне, часовня на городском кладбище, два самых красивых дома на главной пешеходной улице города, вот этот желтый дом на набережной Ауры, дом с колоннами на Брахинкату, дом Корен, желтые дома в Пансио и другие строения – все это работы Эрика Брюгмана. Эрик Брюгман принимал участие в реконструкции церкви Бетель, церковного моста, а после войны вместе с женой участвовал в восстановлении Обувского замка.
Недалеко от Пансио находится старая усадьба Артукайнен. Усадьба дала название окружающему ее небольшому району. Сегодня на территории усадьбы Артукайнен расположена школа верховой езды. Если вам нравятся лошади, то вам приятно будет приехать сюда и полюбоваться этими замечательными животными. Прямо напротив усадьбы Артукайнен раскинулась огромная территория, на которой расположено два больших сооружения. Ледовая арена Гаторейд-центр, впечатляющее современное сооружение, а также выставочный центр Месукескус. В 2018 году во время книжной ярмарки выставочный центр посетил президент страны. Все сидячие места были заняты, и президент уселся прямо на ступеньках, что вызвало необычайную гордость в сердцах финнов. Ну а раньше ни выставочного центра, ни ледовой арены тут и в помине не было, и всю эту территорию занимал аэропорт. В этом здании находился административный корпус аэродрома. Рифа. Вдруг, прямо посреди имеющегося историко-архитектурного великолепия, подобно сорнякам, стали вырастать серые депрессивные многоэтажки. Что же произошло? Дала ли что-то хорошее городу вторая половина 20 века? Каким предстает для нас Турку сегодня, в 21 веке? На все эти вопросы мы постараемся получить ответы в пятой, заключительной части фильма.
это отдельная история, и чтобы обойти и рассказать о каждом из них, о скульпторах, их сотворивших, не хватит целого дня. Выделить можно Väinö Aaltonena. Väinö Aaltonen, пожалуй, самый главный скульптор Турку. Самые знаменитые памятники в Турку созданы именно им. Мы их сегодня уже видели. На берегу Ауры находится музей Väinö Aaltonena. Несколько скульптур автора установлены рядом с самим музеем, построенным в 1966 году, кстати, за год до его смерти. На входе в музей стоит огромная копия памятника Лилия Турку. Несмотря на интригующее начало, содержание музея поражает своей бессмысленностью. Как говорят в таких случаях, возможно, я чего-то не понимаю в искусстве. Говоря о потерях и разочаровании в Турку 60-70-х годов, нельзя не упомянуть о трамвае. Не все, возможно, знают, но по Турку когда-то, стуча колесами, катались замечательные оранжевые вагоны, полные счастливых людей. Первый трамвай появился тут в далеком 1890 году. Это был вагон на конной тяге, ходивший из центра города до замка. Выглядел он примерно так. Из-за убытков просуществовал такой вагон всего 2 года. В 1908 году трамвайные перевозки, теперь уже электрические, возобновились. Мы с вами видим уникальные исторические кадры. Так необычно видеть этот замечательный вид транспорта в знакомых местах. На фото видим трамвай, который едет по Старой площади. Вот он подъезжает к Соборному мосту, пересекает по нему реку Ауру и попадает на площадь Каупатори. Далее трамвай едет вдоль нынешнего торгового центра Ханса по улице Эйринкату, проезжает церковь, которая уже не существует, снова держит свой путь к реке Ауре и переезжает через мост Мартин-Силта. Ну а далее он резво мчит через район Марти. На этих снимках изображены трамваи, выполняющие маршруты по частному сектору. Одно из направлений трамвая вело к Обувскому замку. Проехав замок, трамвай приезжал в порт. Был в Турку даже круговой трамвайный маршрут по центральной части города. Вот еще несколько трамвайных фото. Эти исторические видеокадры – единственная память о том замечательном времени, когда в Турку был трамвай. Удивительно была и конструкция трамвая в Турку. Например, у него была ступенька, которая задвигалась в момент закрытия дверей. Давайте зайдем внутрь трамвайного вагона. Видим пассажиров, большинство из которых, разумеется, уже умерли. Вот стоит улыбчивая контролерша. Между тем вагоновожатый резво управляет вагоном. Несмотря на всю прелесть трамвая, к 70-м годам власти Турку начали задумываться о прекращении трамвайной сети. Так называемая модернизация и желание пересажать всех пассажиров в автобусы сделали свое дело, и в 1972 году трамвай в Турку прекратил свое существование. Очень быстро чиновники осознали свою ошибку, но до сих пор трамвай в Турку не возобновил своей деятельности, хотя разговоры об этом ведутся вплоть до нашего времени. В 1985 году в центре Турку появился торговый центр Ханса. Раньше здесь был жилой квартал, состоящий из жилых домов и нескольких строений, таких как Антинтало. Посмотрите, какие интересные дворики были внутри квартала. Ни за что не угадаешь, что отсюда была 1 минута ходьбы до помпезного шведского театра и шумной площади Каупатори.
Так вот, в первой половине 80-х годов 20 века этот жилой комплекс снесли и на его месте возвели Хансу, самый большой в Финляндии за пределами Хельсинки торговый центр. Сюда ежедневно приходят тысячи покупателей. Самой лучшей торговой точкой в Хансе является магазин «Тайгер», где продаются китайские товары. Поблизости с Хансой пролегает пешеходная улица Yliopiston-katu, студенческая улица. Во времена Российской империи эта улица называлась Русско-церковной. На многолюдной студенческой улице расположены магазины, рестораны, фонтаны и аптеки. Играют уличные музыканты, а также по ней любят гулять местные жители. Вот этот памятник лошади создан русским скульптором-иммигрантом Рафаэлем Сайфуллиным. Памятник облицован множеством старинных монет. Одна из новинок турку – фуникулер, открытый в 2019 году и постоянно ломают. Автобусная компания, обслуживающая автобусы в Турку, называется «Фиоли». Это однотипные автобусы, выкрашенные в желтый цвет. По единому проездному билету можно перемещаться не только по Турку, но и ездить в окружающие его города – Нантали, Карина, Лиета и Райсиу. Часто едя в автобусе, можно наблюдать за жизнью города и красоты природы вокруг. За окном мелькают красивые площади, памятники, старинные и современные здания, культурные объекты, телебашня, промышленные районы, прекрасные городские панорамы, сельские панорамы, речные и лесные пейзажи. А еще автобусы – это прекрасная возможность посетить районы Турку за пределами его центра. Автобус номер 13 привезет вас в Уиттама.
Турку много частного сектора. Районе Стула. Нельзя обойти вниманием многоэтажный район Турку Варисо с населением в 9 тысяч человек. Это количество превышает население даже нескольких городов страны. В переводе с финского Варисо означает «воронье болото». Разумеется, от места с таким названием нельзя ожидать ничего хорошего. Район Варисо считается чуть ли не самым криминальным и опасным во всей Финляндии. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения района – это иммигранты. В районе Варисо говорят более чем на 50 языках. Здесь много арабов, африканцев и русских. И, разумеется, в районе находится самое дешевое жилье в Турку. Из Варисо нередко приходят новости, что там кого-то ограбили, подожгли машину или устроили пьяную драку. Многие финны, живущие в Турку и привыкшие к спокойной и размеренной жизни, откровенно боятся этот район. Центром сосредоточения Варисо служит торговый центр Итакескус. Кстати, это самый первый построенный в Финляндии крытый торговый центр. Внутри него можно повстречать множество этнических магазинов –
вдоль и поперек пронизан велосипедными дорожками. Здесь даже работает сеть городских велосипедов, где можно взять велосипед на прокат. В Турку можно кататься по прямым центральным улицам, по петляющим лесным тропинкам, по паркам, по кладбищам, вдоль морского побережья и по витиеватым тротуарам любого понравившегося вам района. Единственным неудобством для велосипедистов являются постоянные подъемы, так как весь город стоит на холмах. Недалеко от аэропорта Турку есть наишикарнейшая заповедная зона – Помпонрахка. Кроме того, что это просто красивое место, оно еще является и настоящим царством насекомых. Здесь обитают редкие виды бабочек, а также 250 видов пауков. Но их вы вряд ли увидите. Гулять здесь вполне себе безопасно и, в общем-то, очень приятно. Идя по деревянному настилу, вы сперва проходите по дремучему лесу, окруженному топкими болотами, среди множества деревьев и мхов. А затем лес редеет, и вы словно попадаете в Лапландию. Настолько этот живописный оазис напоминает об этом удивительном крае Финляндии. Прогулка по парку Помпонрахка займет около часа и оставит о себе неповторимые впечатления. Как мы увидели, 20 век был очень насыщенным и бурным для Турку. Этот период времени сильно изменил город и подарил ему много нового. Какие-то здания в Турку уничтожила война, но еще больше он пострадал во второй половине 20-го столетия. От старого средневекового города почти не осталось никакого следа. Здесь появилась куча скучных построек, и Турку никогда уже не станет прежним.
Безусловно, в Турку есть что показать и на что посмотреть. Надеюсь, вы убедились, что это не только кафедральный собор и Обувский замок. XIX век, а также первая половина XX столетия подарили городу множество уникальных построек. Жители Финляндии считают Турку особенным городом, где живут специфические люди, говорящие на странном диалекте. Несмотря на различные недостатки этого города, его унылые советские здания, некую неухоженность и экстравагантных жителей, эти самые местные жители очень гордятся своим происхождением и не променяют свою Турку ни на какой другой город. От себя могу сказать, что я очень противоречиво отношусь к турку. Около 15 лет назад я увидел замечательный документальный фильм о Финляндии, где в том числе говорилось о турку, и мне очень захотелось своими глазами увидеть этот город. В 2000возможностью прокатиться на этом удивительном транспорте. Ну и, конечно, замыкает мою личную пятерку лучших из лучших мест Турку – это живописный остров Какскерта и находящаяся на нем шикарнейшая усадьба Бринкала. Хотя, возможно, я бы дал этой усадьбе первое место, если бы она не находилась так далеко от центра. Мне очень нравится, что в Турку есть все для любого настроения. Захотелось шума – едешь в центр. Хочется тишины – пожалуйста. Куча парков повсюду, лесные зоны, пешеходные тропы. Захотелось старины – в городе полно исторических мест. Хочется моря – его тут очень много. Музеи, рестораны, магазины, острова, пляжи, кладбища, спортивные объекты, велосипедные дорожки – всего этого здесь предостаточно. Интересно, что чем лучше знакомишься с этим городом, тем интереснее в нем находиться. При каждой прогулке он каждый раз открывается для тебя